Здравствуйте! Это видео про мой опыт отопления палатки лесной, или как ее еще часто называют, финской свечой. Зимой обогреть палатку без печки можно разными способами. Например, излучением на стенку палатки от костра ноги. Или занести в палатку нагретый в костре камень. В заснеженном зимнем лесу такой камень легко найти в корнях вывернутой ветром ели. Но это видео про обогрев палатки потоком свежего теплого воздуха из тонкой трубки, нагретой в костре. Раньше я уже пробовал этот метод с наклонной трубкой, нижний конец которой нагревает обычный костер. Но мне такой метод не понравился. Почему, расскажу чуть позже. И сейчас решил проверить метод с Г-образной трубкой, предложенный Стасом Тихоновым. Отпускаю. Сразу скажу, что результат меня приятно удивил. Ибо я уже имел негативный опыт с наклонной трубкой такого диаметра и не ждал, что палатку удастся нагреть душкой от кровати. Теперь, когда в общих чертах суть проекта я передал, перейду к деталям его воплощения с самого начала. И, конечно, для реализации этого эксперимента в первую очередь нужна Г-образная трубка. После пожара у меня осталась спинка панцирной кровати, и для запланированного эксперимента она подходит наилучшим образом. Остатки кровати здорово заржавели, и разобрать спинку на детали оказалось не так просто. Если у вас нет донора в виде ненужной спинки кровати, то вы можете использовать сушилку для полотенца. У сушилки даже более плавный изгиб, что позволяет нагретому воздуху свободно и без принудительного поддува подниматься по Г-образной трубе. На ножках кровати были декоративные алюминиевые трубки, и я решил попробовать использовать их в конструкции печки. В трубках были лишние отверстия, и я их укоротил до 450 мм. И, конечно, в таком виде трубки непригодны. Их надо почистить. После шлифовки на моем токарном станке трубки приобрели приемлемый внешний вид. Однако внутри трубок окисел тоже надо очистить. И в этом мне помогла дрель, пруток и лоскут абразива. И если бы восстановить эти трубки не получилось, то я использовал бы трубки от пылесоса «Вихрь» и трубку от весла моей байдарки «Салют». Все эти трубки удачно сочленяются между собой. Алюминий не лучший материал для такой конструкции. Во-первых, у него высокая теплопроводность, а во-вторых, в походе алюминиевую трубку легко повредить. Поэтому, если у вас есть такая возможность, лучше использовать тонкостенную нержавейку. Но я использовал то, что было под рукой. Все готово к испытаниям. На улице морозно, трубки подготовлены, а значит можно выдвигаться в лес. Еще летом я заготовил несколько чурбаков сухой упавшей ели, и сейчас они мне пригодятся. Очень удачно, что не придется тратить время на выпиливание из бревна этих чурбаков, но чурбаки я оставил висеть расклеенными, дабы они не намокли, и чтобы их добыть, мне понадобилась вага, длинный рычаг. Теперь из этих чурбаков надо сделать финскую свечу, а если быть точным, то лесной примус. Примус от свечи отличается тем, что у него все пламя спрятано внутри чурбака. Примус горит дольше, экономнее свечи, но почти не дает освещения. А экономность и длительность горения – это именно то, чего я хочу добиться в этом проекте. Есть много способов сделать лесной примус, но самый простой способ – это сложить его из поленьев одного чурбака. На дворе морозно, и если бы чурка была из сырого дерева, то расколоть было бы ее проще. Замерзшая влага в бревне распирает древесину и помогает бревну расколоть. Но моя чурка сухая, и колоть ее без клина не так просто. Суть метода в том, чтобы, расколов чурбак на 3-4 полена, выколоть у этих поленьев сердцевину таким образом, чтобы после того, как поленья будут сложены вместе, в середине восстановленного чурбака образовался канал, в который с легкостью поместится душка от кровати. Поначалу я осторожничал и постепенно вытесывал из полена сердцевину, что, в общем-то, правильно, но затем я притомился и просто выкалывал из полена центральную часть ствола дерева. Учитывая, что я разом заготавливал 2 комплекта поленьев сразу на 2 примуса, то, несмотря на морозную свежесть, я довольно быстро согрелся. Обратите внимание на мой корейский топор финского производства. Скорее всего, это Бильнес 9 номер. По моему субъективному мнению, это удивительно ладный универсальный топор. Им одинаково удобно и колоть, и рубить, и тесать, что большая редкость. Единственный недостаток – этим топором неудобно работать обухом. Традиционно поленья, сложенные в примус, скрепляют еловой вицей. Это скрученная еловая ветка.
Про вицу у меня есть отдельное, довольно популярное видео с названием «Веревка или канат из елки». Но в этот раз я использую обычную вязальную проволоку и мой хомутатель. Так стянуть поленья проще и быстрее. А в зимнем лесу время дорого. Солнце садится быстро, и надо еще успеть собрать 2 примуса и поставить палатку. А 2 примуса мне надо для того, чтобы опробовать в деле 2 модели трубок. Одна трубка П-образная, а вторая Г-образная. Очевидно, что в этот стянутый бандажом примус П-образную трубку, то есть целую дужку от кровати, уже не поместить, так как это треугольное отверстие слишком мало. Поэтому примус с П-образной дужкой я стягивал бандажом из проволоки, предварительно поместив внутрь примуса ту самую дужку от кровати. К этому примусу я еще сделаю ножки, и он станет немного тяжелее. Но все равно он будет довольно мобилен, и его будет удобно переносить с места на место. Для погрева палатки по меньшей мере нужна палатка. А значит, настало время моей УП-5. Это очень просторная, универсальная палатка, рассчитанная на 5 человек. Практически маленькая квартира-студия, только расположенная в лесу и без соседей. Как видите, палатка очень большая, и обогреть ее будет совсем непросто. У палатки каркас зонтичного типа, и устанавливается она довольно быстро. Просто надо приноровиться. Когда палатка установлена, самое время заняться размещением на грунте лесного примуса. Для большего удобства использования я решил установить примус на ножке. Для этого я распилил еловую жердь на 3 отрезка и протесал на них лыски для лучшего примыкания к чурбаку. Эти импровизированные ножки я просто прибил гвоздями к чурбаку. По 2 гвоздя на ножку. В итоге должен был получиться табурет. Теперь надо по возможности получше расчистить и утрамбовать снег перед входом в палатку. Ибо на этом месте будет стоять горящий примус, и если он будет стоять на рыхлом снегу, то может неравномерно растопить под собой снег и завалиться на палатку. Разгребал снег я ногами, и тут я сильно порадовался своим новым самодельным анатомическим гамашем. Без них в ботинке точно набрался бы снег, и ноги у меня были бы мокрые. Ссылку на выкройки этих гамаш я оставлю в описании к видео. Если вы заметили, ножки у меня торчат с 2 сторон от чурбака. И сперва я собирался поставить примус на длинные ножки, а все остальное отпилить за подлицо. Но примерившись по месту, передумал. На всякий случай я проверил прочность конструкции своим весом, убедился в ее надежности и перевернул примус длинными ножками вверх. Для этого была причина. Приглядевшись, я увидел, что одну из ножек можно использовать как дополнительную опору для трубки. Тогда трубка будет висеть в воздухе, а не опираться на снег или угли. Преимущество налицо. Для того, чтобы трубка не соскальзывала с опоры, я выпилил ножовкой в торце одной из ножек V-образный вырез. И эта находка мне очень понравилась. Если бы ножовки у меня не было, то я бы вбил в торец ножки 2 гвоздя. Разжигая примус, я пошел по пути наименьшего сопротивления. Просто запихнул в отверстие бирюзовую кору, она не позволит остальной растопке провалиться насквозь, упасть на снег и потухнуть, а сверху бересты разместил еловые прутики. Одна спичка, немножко деревянной стружки, и можно не беспокоиться, что примус не разгорится. Чурку на этот примус я расколол неудачно. Плотно соединить поленья в чурбак не удалось, поэтому примус прогорит неравномерно и быстрее обычного. По этой причине на щель я набросал снега. Он заменит распространение огня по щелям между поленьями примуса. Когда растопка разгорится и примус выйдет на штатный режим горения, тогда пламени видно не будет. А пока примус разгорается, трубка немного коптится. Стенки деревянного канала покрываются углями и постепенно прогорая отдают тепло палатке. Тем временем можно посидеть у огня, отдохнуть и обдумать полученный опыт. Этот примус будет гореть еще максимум 3,5-4 часа. Из сырого бревна примус горит заметно дольше. На улице морозно, и на холодном воздухе длинная трубка быстро остывает. Если за первое колено взяться голой рукой невозможно, то второе колено уже обжигает не так сильно. Поэтому я решил, что примус целесообразно пододвинуть поближе к палатке. И тут я совершил небольшую ошибку. Ножки примуса надо было продавить сквозь снег до самого грунта, но об этом я узнал уже позже. У палатки УП-5 2 входа. Это удачное решение по многим соображениям.
В данном случае один из входов можно использовать как шлюз для алюминиевой трубки с горячим воздухом, а второй как дежурный вход-выход. Это довольно удобно. Несколько слов про эффективность такого способа отопления палатки. Без принудительного поддува тяга горячего воздуха более чем заметна. Для визуальной демонстрации тяги я использовал перо. Надеюсь, вам видна скорость потока воздуха из трубы. Для этого эксперимента палатка великовата. Чтобы накачать эту палатку горячим воздухом через такую маленькую трубку, очевидно, потребуется больше часа. Поэтому в палатке еще холодно. Но эксперимент есть эксперимент, и значит перед контрольным замером температуры надо попробовать подремать часок в семиспальнике. Тем более, что все равно делать пока нечего и можно отдохнуть. Точное время я не засекал, но в спальнике отдыхал не менее 1,5 часов, и за это время воздух в палатке заметно нагрелся. При этом я забыл герметично закрыть штатное отверстие для печной трубы, а это значит, что воздух в палатке мог нагреться и сильнее. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за подарок своего подписчика Александра Виноградова. Эти анатомические гамаши по моим размерам сшил он. Недавно я в них покорил Килиманджаро. На штурме Пикаухуру была метель, местами снега намело по пояс, и гамаши мне очень помогли. Попробовав в деле анатомические гамаши, к безразмерным гамашам я больше не вернусь. В отличие от моих, они висят на ногах мешком, цепляются за снег, друг за друга, шуршат и просто неопрятно выглядят. Обувшись и выглянув на улицу, я увидел последствия того, что не продавил ножки примуса до земли. Примус неравномерно протопил снег и завалился на бок. Если бы я поставил примус вплотную к палатке, то была бы высокая вероятность прожечь в ней дыру. Надо быть осторожнее. Если бы я примус не развалил, то он прогорел бы еще около получаса. Впрочем, и в полуразобранном состоянии он прогорел бы те же полчаса. Однако я торопился опробовать в деле Г-образную трубку, затушил старый примус и растопил новый. Конечно, прежде чем растопить новый примус, я приладил к нему ножки. Благо выпиливать новые не надо, а можно позаимствовать ножки от прогоревшего примуса. Только в этот раз, для пущей прочности, я дополнительно стянул ножки 3-мм проволокой при помощи все того же самодельного хомутателя. Благодаря чему в этот раз щели между поленьями получились поменьше, и примус горел подольше. Получилась довольно прочная конструкция. Для наглядной демонстрации прочности я от души попрыгал на этом табурете. Пожалуй, я возьму на вооружение такую конструкцию лесной мебели и сделаю по этой схеме стол и несколько стульев для своей лесной избушки. Чтобы растопка не вываливалась, в этот раз я забил в стенки топки примуса 2 гвоздя. Получился временный колосник. Разжигать лесной примус без трубы удобнее и быстрее. А при определенной сноровке и осторожности горящий примус можно передвигать и даже переносить, что довольно удобно. Обычный костер так просто не перенесешь в другое место. Другими словами, если выбирать между П-образной и Г-образной конструкцией воздушного канала, то я выбираю Г-образную трубу. Немаловажный вопрос эффективности такого отопления – это градиент температуры на дворе и внутри палатки. Утром было заметно холоднее, но сейчас день, и воздух нагрелся до минус 11 градусов Цельсия. Возможно, было немного холоднее, а на термометр повлияло излучение от костра. Для замеров я воспользовался обычным спиртовым термометром. Теперь надо измерить температуру внутри палатки. Несмотря на то, что я не закрыл вторую дверь в палатке, палатка прогрелась до 14 градусов Цельсия. Итого 11 до 14, градиент составил 25 градусов. Признаюсь, я не ожидал такого результата. Рискну предположить, что в двухместной палатке таким способом можно устроить Ташкент. Температура воздуха в трубке явно больше 60 градусов Цельсия, но точный замер сделать не удалось, ибо закончилась градуировка в термометре. Несколько слов про безопасность. Во-первых, внутри жилища нет источника огня, это хорошо. Во-вторых, конвекция примуса обеспечивает постоянный приток свежего воздуха в основание примуса, в то место, откуда происходит забор холодного воздуха в душку кровати. Внутри трубки воздух нагревается, расширяется и поднимается по трубке в палатку, за счет чего обеспечивается постоянный приток свежего, но горячего воздуха в палатку. Отдельно радует абсолютная защита от угарного газа. Кроме того, лесной примус удобно использовать и по прямому назначению – для приготовления пищи.
Фактически это плита, на которой удобно печь блины, кипятить воду, но можно использовать и как мангал, и как духовку, и даже как тандыр. Возможно, позже я смонтирую видео, как испечь в таком примусе лаваш и сделать лесную шаверму. У П-образной трубки забор воздуха смещен в сторону от огня, но такую трубку нельзя легко вставить и вынуть из лесного примуса. Зато Г-образную трубку можно в любой момент поместить в примус и извлечь из примуса. Таким образом, Г-образная трубка явно лучше. Какой можно сделать вывод по итогам эксперимента? Это интересный опыт и метод применим. Правда, он занимает много времени и сил. Но для такого обогрева нет необходимости оснащать палатку дымоходом, а 3 трубки несоизмеримо легче походной печки. Насколько метод рационален, оставляю судить вам. А я с интересом узнаю ваше мнение и рекомендации по его усовершенствованию в комментариях к видео. В описании к этому видео, кроме ссылки на пошаговую инструкцию по изготовлению моих гамаш, я оставил ссылку, где можно заказать пошив таких гамаш по своим размерам. Кроме того, там же я оставил ссылки на использованные в этом видео инструменты и туристскую экипировку. Если лесной примус затушить раньше, чем он прогорит, тогда получится довольно прочная, устойчивая и оригинальная конструкция на ножках. Даже жалко ее ломать, чтобы забрать проволоку. Если у вас появились идеи, куда можно приспособить агарок лесного примуса, поделитесь ими, пожалуйста, в комментариях, я буду очень признателен. И еще 2 слова, чем плох метод с прямой наклонной трубкой. Горячий воздух по трубке такого диаметра начинает подниматься при угле наклона не менее 45 градусов, а лучше больше. А это означает, что завести верхний конец трубки в обычную палатку почти невозможно. Либо костер будет прямо под палаткой, что недопустимо, либо верхний конец трубки будет выше палатки. Однако метод работает с трубкой диаметром 100 мм и более. Но это уже совсем другая история. А сейчас я монтирую видео про мои приключения в Танзании. Про то, как мы с товарищами поднялись на высочайшую гору Африки, преодолев африканскую метель, горную болезнь и прочие трудности. Про то, как спустились с Килиманджаро в ее недра, в танзанийские шахты. Про приятный отдых в горячих источниках, про сафари в Нгоронгоро и Серенгети, про особенности африканской рыбалки, про наши приключения на танзанийской пасеке, миролюбивых пчел и агрессивных соколов. Сокол вырвал у меня из рук котлету. Про то, что не стоит будить спящих львиц с палкой, даже если ты адвокат. Про истинную цену танзанитов, про местные деликатесы и про то, что даже в охраняемом бунгало можно стать деликатесом для местных животных. Про традиционное приготовление кофе и многое другое. Про инцидент с замечательными латвийскими шпротами, произошедший на высоте 5895 метров над уровнем моря. Про высокогорную модельную стрижку, проведенную вашим покорным слугой при помощи походного серейтера на высоте 4000 метров с гаком. Про сплав на местных утлых пирогах, а скорее плоскодонках. Правда, скорее всего, Стас, Валя, Боря и Олеся опубликуют свои видео про наши общие приключения раньше меня. Но я постараюсь смонтировать видео пораньше и не ударить в грязь лицом. Спасибо, что делитесь моим видео с друзьями. Я это очень ценю. С вами был адвокат Егоров. И пусть хорошие люди смотрят хорошие видео. И напоследок житейская мудрость. Не подписывайтесь на мой инстаграм. Там я публикую сырые отрывки из видео текущих проектов совсем без монтажа и озвучки.